Экологические катастрофы имеют свою специфику, во время них может не погибнуть ни одного человека, но при этом будет нанесен очень значительный урон окружающей среде. В наше время виновником экологических катастроф является в основном человек. Рост промышленного и сельскохозяйственного производств приносит не только материальные блага, но и медленно убивает нашу среду обитания. Поэтому в людской памяти надолго запечатлеваются самые большие экологические катастрофы в мире. Плававший под багамским флагом однокорпусный танкер «Престиж» был построен на японской верфи Хитачи для перевозки сырой нефти и спущен на воду в 1976 году. В ноябре 2002 года, проходя через Бискайский залив, танкер попал возле берегов Галисии в сильный шторм, в результате чего получил трещину длиной 35 метров, из которой стало вытекать около 1000 тонн мазута в сутки. Испанские береговые службы не позволили грязному судну зайти в ближайший порт, поэтому его попытались отбуксировать в Португалию, но и там был получен аналогичный отказ. В конце концов, неприкаянный танкер отбуксировали в Атлантику. 19 ноября он затонул окончательно, расколовшись на две части, которые погрузились на дно на глубину порядка 3700 метров. Поскольку устранить поломку и откачать нефтепродукты было невозможно, то в океан попало свыше 70 тысяч кубометров нефти. На поверхности вдоль береговой линии образовалось пятно длиной более 1000 километров, это нанесло местной фауне и флоре колоссальный ущерб. Для Европы этот случай стал самым катастрофическим разливом нефти за всю историю. Ущерб от него оценили в 4 миллиарда евро, над ликвидацией его последствий трудились 300 тысяч волонтеров. 23 марта 1989 года из терминала в аляскинском порту Валдис отплыл полностью загруженный нефтью танкер Exxon Valdez, который направлялся в калифорнийский порт Лонг-Бич. Выведя судно из Валдиза, лоцман передал управление танкером капитану Джозефу Джеффри, а тот уже к тому времени был выпивший. В море были айсберги, поэтому капитан вынужден был отклониться от курса, оповестив об этом береговую охрану. Получив разрешение от последней, он поменял курс, а в 23 часа покинул рубку, оставив управление судном на третьего помощника и матроса, которые перед этим уже отстояли свои вахты и нуждались в 6-часовом отдыхе. Фактически танкером управлял автопилот, руководствовавшийся навигационной системой. Перед уходом капитан проинструктировал помощника, что через 2 минуты после прохождения траверза острова нужно изменить курс. Помощник передал этот приказ матросу, но либо он сам запоздал, либо запоздало его исполнение, но в половине первого ночи 24 марта танкер врезался в Блайт-Риф. В океан в результате катастрофы вылилось 40 тысяч кубометров нефти, а экологи считают, что значительно больше. Загрязнению подверглись 2400 километров береговой линии, что сделало эту аварию одной из самых значительных экологических катастроф в мире. О крупнейшей в истории человечества аварии на АЭС, произошедшей в Чернобыле, наверное, слышал каждый. Ее последствия видны и ныне, еще много лет будут напоминать о себе. 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, полностью разрушивший реактор, а в окружающую среду были выброшены тонны радиоактивных материалов. В момент самой трагедии погиб 31 человек. Но это только верхушка айсберга, подсчитать количество жертв и пострадавших от этой аварии просто невозможно. Официально считаются погибшими от аварии порядка 200 человек, непосредственно принимавших участие в ее ликвидации, их жизни унесла лучевая болезнь. Громадный урон понесла природа всей Восточной Европы. Десятки тонн радиоактивных урана, плутония, стронция и цезия были распылены в атмосфере и стали медленно оседать на Землю, разносимые ветром. Свою долю в трагичность разворачивающихся событий вокруг Чернобыльской АЭС внесло стремление властей не придавать широкой огласке произошедшее, чтобы среди населения не началась паника. Поэтому многие тысячи жителей городов и деревень, не попавших в отчуждаемую 30-километровую зону, беспечно остались на своих местах. В последующие годы среди них наблюдался всплеск онкологических заболеваний, матери рожали тысячи детей с сильнейшими отклонениями, и это наблюдается до сих пор. Всего из-за распространения радиоактивного загрязнения местности властям пришлось эвакуировать свыше 115 тысяч человек, проживавших внутри 30-километровой зоны вокруг АЭС. В ликвидации этой аварии и ее затяжных последствий приняли участие более 600 тысяч человек, были потрачены колоссальные средства. Территория, непосредственно примыкающая к Чернобыльской АЭС, до сих пор является запретной зоной, поскольку непригодна для проживания.
Катастрофа произошла 11 марта 2011 года. Началось все с сильнейшего землетрясения и мощного цунами. Они-то и вывели из строя резервные дизельные генераторы и системы электропитания атомной станции. Это привело к дисфункции системы охлаждения реакторов, расплавлению активной зоны в 3 энергоблоках станции. В процессе аварии выделился водород, который взорвался, разрушив внешнюю оболочку реактора, но сам реактор при этом уцелел. Из-за утечки радиоактивных веществ быстро начал расти уровень радиации, ведь разгерметизация оболочек тепловыделяющих элементов вызвала утечку радиоактивного цезия. В 30 километрах от станции в океане взяли 23 марта пробы воды, которые показали превышение норм по йоду 131 и цезию 137, но радиоактивность воды все возрастала и к 31 марта превысила нормальный уровень почти в 4400 раз, ведь и после аварии зараженная радиацией вода продолжала просачиваться в океан. Понятно, что спустя некоторое время в местных водах стали попадаться животные с диковинными генетическими и физиологическими изменениями. Распространению радиации поспособствовали и сами рыбы, и другие морские животные. Из зараженного радиацией района пришлось отселить тысячи местных жителей. Год спустя на побережье вблизи атомной электростанции радиация превышала норму в 100 раз, поэтому работы по дезактивации будут здесь вестись еще долго. Катастрофа в индийском Бхопале оказалась поистине страшной не только потому, что она нанесла огромный урон природе штата, но и потому, что унесла жизни только в первое время после аварии 18 тысяч жителей. Дочерняя фирма от Union Carbide Corporation строила в Бхопале химический завод, который по первоначальному проекту должен был производить пестициды, использующиеся в сельском хозяйстве. Но чтобы завод стал конкурентоспособным, технологию производства решено было изменить в сторону более опасной и сложной, для которой не требовалось бы более дорогое импортное сырье. Но ряд неурожаев привел к тому, что спрос на продукцию завода снизился, поэтому его владельцы решили продать завод летом 1984 года. Финансирование работающего предприятия было свернуто, оборудование постепенно изнашивалось и перестало соответствовать нормам безопасности. В конце концов, в одном из реакторов перегрелся жидкий метилизоцианат, произошел резкий выброс его паров, которыми был разорван аварийный клапан. В атмосферу за считанные секунды попали 42 тонны ядовитых паров, которые образовали над заводом и окружающей местностью смертоносное облако диаметром 4 километра. В зону поражения попали жилые районы и железнодорожный вокзал. Власти не успели вовремя проинформировать население об опасности, да и медперсонала критически не хватало, поэтому в первый же день, надышавшись ядовитым газом, умерло 5000 человек. Но еще на протяжении ряда лет после этого отравленные люди продолжали умирать, а общее число жертв той аварии оценивается в 30 тысяч человек. Это были 5 самых больших экологических катастроф в мире. Но это лишь первая часть видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, а также оставьте свой комментарий под видео.